Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я поделюсь своими раскрашенными работами за неделю, а также другими новинками и новостями. Надеюсь, вам будет интересно. Так что приятного просмотра! Начну с японских мотивов. В этой книге я каждую неделю стараюсь раскрашивать несколько работ, хотя когда как получается. Иногда получается одна работа, иногда несколько. А здесь я раскрашиваю маркерами, работы очень простые. Ну и сами иллюстрации в этой раскраске такие, что, мне кажется, их нет смысла раскрашивать как-то сложно, хотя, может быть, у кого-то это и получается, но у меня получаются вот такие незамысловатые картинки. В принципе, мне нравится, уже много раз говорила, что раскрашиваю ее исключительно в качестве отдыха. Вот в этой работе я даже не стала делать фон, здесь букет цветов, все раскрашено тоже маркерами. И третья работа в этой раскраске – это такие лотосы симпатичные. Ну, по крайней мере, сама иллюстрация мне нравится. Но я ее раскрасила тоже очень просто. Несколько розовых оттенков, зеленый и водичка голубая. В общем, ничего особенного не придумывала, тоже без теней. Просто контуры обвела еще дополнительно маркером потемнее, а сами лепестки цветов сделала розовыми. Это работа на марафон Ольги Рани, потому что там была тема лотосы. И как раз в этой раскраске очень много лотосов, так что было из чего выбирать. Следующую работу я тоже красила на марафон. Это моя распечатанная раскраска, корейская, насколько я знаю. И здесь у меня половина книги – это вот раскраска с девушками, и половина – такие приятные картинки, которые я скачала в интернете. Мне очень нравятся эти сюжеты, поскольку здесь есть и цветы, и какие-то элементы красивые. Я люблю такое раскрашивать. Здесь вот девчачья страница, здесь есть и сережки, и духи, и элементы одежды, и также вот изображены цветы маки, которые, наверное, тоже как-то связаны с этими картинками. Может быть, духи с запахом мака. Но у меня получилось, что маки такие более красные, а все остальное в розово-цветофуксии тонах. Это работа для ежемесячного марафона. Там была тема интересная – запахи. И можно было раскрасить вообще любую работу, которая как-то ассоциируется с определенными запахами. Ну, например, вот здесь флакон духов – это явная ассоциация с запахом. Но также можно было просто цветы красить или даже еду. В общем, все, что ассоциируется с определенным запахом. И мне эта работа, в принципе, нравится, как получилось. И вообще, вот эта раскраска корейская очень такая классная. Следующая работа у меня в пушистиках. Книгу эту я не так давно приобрела, и я в ней еще мало раскрашивала. Здесь у меня такие милые котики. Иллюстрации, конечно, здесь просто замечательные, они такие классные, очень милые все. И котики лениво спят, лежат. Так и захотелось раскрасить эту работу на майские выходные, потому что вот примерно так майские праздники прошли у меня, лежа на диване, ничего не делая и, в общем, отдыхая в основном. Эту работу я красила бретфунерами, карандашами, поскольку здесь иллюстрации двухсторонние, и не получится раскрасить маркерами или какими-то материалами, которые могут протечь. Тем более бумага очень тонкая и для акварели тоже не подойдет, поэтому остаются карандаши. И хотя я не слишком люблю много красить карандашами, то есть вот всю работу целиком не люблю делать карандашами, мне больше нравится, когда фон можно раскрасить акварелью или гуашью или маркерами, а саму иллюстрацию карандашами, но тем не менее. Эта книга мне все равно нравится, думаю, буду красить ее именно карандашами. И следующая работа у меня в раскраске с кошками.
Я обожаю эту раскраску, но почему-то я ее давно не брала. Даже не знаю почему. Может быть, потому что такие большеформатные страницы. Тем не менее, на майских праздниках я раскрасила вот такого наимилейшего котенка. Мне очень нравится в этой раскраске, что ее можно красить любыми цветами, несмотря на то, что это раскраска по номерам, но человек самостоятельно подбирает 5 цветов, ну не считая черного, черный на каждой иллюстрации присутствует как самый темный, и есть еще белый. А остальные цвета нужно подобрать по палитре своей любой. И это здорово, потому что каждая иллюстрация получается индивидуальной, несмотря на то, что раскрашивать очень удобно по номерам. Ну, в общем, книга классная, я ее очень люблю. И вот этот котенок, который у меня получился, он тоже супер клевый, как мне кажется. И вот еще одни котики на майских праздниках. Следующее, чем я хочу с вами поделиться, это своей новостью, что у меня вышла книга, художественная книга. Помимо того, что я написала эту книгу, я также сама сделала оформление обложки. Как понятно по обложке, это книга про космос. И посмотрите, какой форзац красивый. Здесь изображены 6 главных героев, которые, собственно, и летят в космос. Ну а дальше начинаются интересные космические приключения, неожиданные события, сложные взаимоотношения у героев. Ну, в общем, я думаю, что любителям фантастики эта книга точно должна понравиться, а также любителям романов, потому что это прежде всего роман. Книга вышла в издательстве «Руграм». Саму книгу я написала еще в 2020 году, рукопись, но именно в прошлом году я решила вдруг, что она должна быть напечатана не просто как сам издат или там где-то выложена на сайте, а именно в издательстве. Тогда я начала рассылать в разные издательства, и «Руграм» согласились напечатать при условии, что я вот самостоятельно, ну или там найму сама художника, который сделает мне обложку. И обложку в итоге я делала сама. Для того, чтобы красиво сфоткать для Инстаграма книгу, я заказала на Озоне вот такие космические наклейки. Я вообще обожаю тему космоса, но не столько в раскрасках, наверное, потому что вот именно раскрасок на тему космоса у меня немного. Но я обожаю тему космоса в книгах. Я вообще с детства очень люблю читать фантастику, и именно космическая фантастика у меня всегда была на первом месте как самый любимый жанр. Вот, поэтому, собственно, и книга у меня на эту тему. И я заказала вот эти наклеечки, сделала красивые фотографии для Инстаграма, покажу тоже, вставлю сюда. В основном информацию о книге я публикую в своем Инстаграме, а также у меня есть группа в ВК. Там я публикую все новости касаемо своего литературного хобби. Также я выкладываю там свои рассказы, пишу об участии в разных литературных конкурсах. Так что, если кому-то интересно, то я оставлю ссылку на эту группу ВК в описании под этим видео. Как видите, наклеек в этом наборе очень много, и наклеечки эти стоили 190 рублей на Озон, что, в принципе, очень недорого. Поясню еще немного про книгу. Название книги Layton B. Это название планеты. Это экзопланета, которая реально существует. Ее можно найти в Википедии, почитать про нее. И предположительно на этой планете может быть жизнь. Она похожа на нашу Землю. У нее высокий индекс соответствия с Землей. И, собственно, герои книги летят именно на эту планету. Ссылочки и на книгу, и на наклеечки я тоже оставлю в описании, возможно, кого-то заинтересует. А так выглядит фотография, которую я сделала для своего Инстаграма. Следующее, что хочу показать, это покупочка. Я заказала вот такой молд для эпоксидной смолы. Это молд для создания мыльницы.
подставки для мыла. Он силиконовый и, в принципе, довольно-таки удобный и качественный. Силикон плотный. Думаю, что буду заливать мыльницу на следующей неделе. Ну, посмотрим. Я в любом случае покажу, что у меня получилось. Хочу залить сухие цветы в прозрачной смоле. Думаю, что это должно выглядеть очень красиво. Конечно же, покажу свои результаты и, может быть, даже процесс. Что ж, вот такие у меня новости и результаты творческие на этой неделе. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!